Всем привет! Вы на канале Натали Discovery. С каждым днем интерес к Северному Кипру растет с невероятной скоростью. Но, к сожалению, случаются ситуации, когда люди увольняются с работы, продают последнее жилье в своей стране и переезжают сюда на ПМЖ. Спустя какое-то время они разочаровываются в жизни здесь. Почему такое происходит? Потому что элементарно они были недостаточно хорошо проинформированы и не знали многих нюансов жизни на Северном Кипре. В этом видео я вам расскажу, кому, на мой взгляд, не подходит Северный Кипр и какую информацию обязательно нужно знать до переезда сюда. Смотрите видео до конца, будет интересно. Начну с того, что если вы из большого города, где кипит жизнь и люди постоянно в движении, где можно пойти на шопинг в мировые брендовые магазины, где проходят различные интересные мероприятия, что ты просто разрываешься, решая, куда пойти, на концерт знаменитости, конференцию или гонки Формулы-1, то Северный Кипр не для вас. Это идеальное место, если вы хотите отдохнуть от слишком активной и шумной жизни, потому что этот остров – полная противоположность тому, что я только что перечислила. Здесь медленный ритм жизни, но в этом есть и свои плюсы. Дальше я хочу добавить, что не стоит рассчитывать на очень хороший и быстрый сервис. Это касается всего. Например, слабо развита доставка. Заказать еду на дом практически негде. Заказывая мебель в квартиру, можно ждать неделями, и не факт, что они привезут ее в то время, которое указали. Приходится откладывать все планы и целый день сидеть дома, ждать доставку. Кроме этого, сильно хромает качество сервиса в бьюти-индустрии. Хорошие мастера на вес золота, и их поискать еще надо. Плюс, конечно же, это все приезжие, а местные вообще ничего не знают о хорошем, качественном сервисе. Сюда бы я добавила еще и обслуживание автомобилей. Особенная боль – это автомойки. Мало того, что их в принципе немного, так они и работают, как всегда, никуда не торопясь. Напишите в комментарии, какая вам первая мысль придет в голову, когда я скажу, что помыть машину здесь занимает минимум час. А бывает и дольше. Просто оставляешь машину на мойку, и они свяжутся в течение дня. Повезет, конечно, если в этот же день. Здесь я шучу, хотя может и нет. К слову о машинах, я бы еще добавила, что если у вас нет водительского удостоверения или вы вообще не умеете ездить, то без машины вам будет сложно. Конечно, вы можете иногда просить знакомых, чтобы вас куда-нибудь подвезли, но если вы планируете жить здесь постоянно, то машина нужна будет в любом случае. Потому что общественный транспорт недостаточно хорошо развит. Автобусы ходят редко и не в любой город. А такси, во-первых, не дешевые, а во-вторых, их тоже не так много, что, находясь в любом месте, вы можете заказать, и вам в течение пары минут подадут машину. В общем, все, что касается сервиса, нуждается в развитии, но это также шанс для кого-то из вас. Если вы хороший мастер своего дела, то здесь вы будете в спросе. Конкуренция невысокая, и настоящие профессионалы ценятся. На самом деле много ниш, куда можно зайти и открыть бизнес. И хоть сейчас они еще свободны, я уверена, через пару лет Северный Кипр покажет огромный скачок в развитии. Следующее. Я считаю важно сказать, что летом вас здесь ожидает адская жара, на мой взгляд. Конечно, можно охлаждаться в бассейнах, море и спасаться кондиционерами. Но когда температура плюс 40-45, да еще и влажность, то находиться на улице совсем не хочется. Но здесь не так, как в Турции, когда говорят, что не сохнут вещи из-за того, что высокая влажность. В этом плане на Кипре комфортнее, особенно в районе Искеле и Фамагуста. Жара – это не повод не жить на Северном Кипре. Просто нужно знать, что есть такой период, и в это время лучше улетать в более прохладную страну. Конечно, это касается только тех, кто тяжело переносит подобную температуру. А для остальных здесь рай. Солнце, теплое море, что еще нужно для счастья? Далее я не могу не отметить тот факт, что здесь маленький выбор продуктов. Многих товаров вы либо вообще не найдете, либо они будут не такого хорошего качества. Например, не хватает разнообразия круп, хорошей сметаны, различных видов мяса, колбасных изделий и так далее. Конечно, у каждого свои запросы, и большинство поначалу слегка в шоке от такого маленького выбора. Но на самом деле это дело принципа. Если вы жить не можете без этих продуктов, то вы постоянно будете жаловаться. Но я вам скажу, что, живя здесь, многие пересматривают свое питание и переходят на более здоровую пищу, потому что все, что выращивается здесь, высшего качества. Департамент сельского хозяйства постоянно проводит испытания, и если какие-то продукты не соответствуют стандартам качества, их не допускают на рынок. Плюс вокруг нас море и всегда есть свежие морепродукты.
Следующий пункт – это интернет. Он не высокоскоростной. При оплате пакета вы можете выбрать скорость от 5 до 20 мегабит в секунду. Это стандарт. Возможно, где-то есть и больше, но все равно космической скорости не будет. Я не могу сказать, что 20 мегабит – это мало. Все необходимое он загружает. Да, не со скоростью света, но в общем для работы этого хватает. Но если вы занимаетесь чем-то, что требует быстрый высокоскоростной интернет, то подождите пока с переездом на Кипр. Еще одно, что я хочу отметить, это землетрясение. Конечно, Кипр не Япония, но тем не менее это явление здесь случается. В основном больший удар на себя принимает южная часть острова, а на северный Кипр доходят уже остаточные волны. Самое мощное землетрясение было год назад, примерно в 5,5 баллов. Это не критично, и оно не длилось долго. Просто непривычно может быть, и вы испугаетесь, если не знали, что здесь такое происходит. Поэтому тем, у кого присутствует ярко выраженный страх, будет очень некомфортно. На самом деле все ощущают землетрясение по-разному. Если почитать, что пишут люди, то бывают такие истории, что шкафы бьются об стену, двери стучат, дом шатается и так далее. Такое может быть. Я застала то землетрясение и видела, как стена ходит волной. Остальное все было в порядке. И в тот момент я поняла, на что обязательно нужно обращать внимание при покупке и обстановке квартиры. В первую очередь, конечно, нужно выбирать качественного застройщика. Это и так ясно. На самом деле все строят с учетом сейсмоустойчивости. Но кто-то делает по стандартам, а кто-то лучше и качественнее. И это напрямую влияет на ваш комфорт и дальнейшее проживание в вашем доме. Второй момент касается обстановки квартиры. Я поняла, что очень важно правильно выбирать и устанавливать мебель и другие элементы. Не шкафы на тонких ножках, которые будут шататься и биться об стену. В идеале это высокие шкафы до потолка, встроенные так, что им некуда будет двигаться. И плюс пыль не будет собираться. Не вешать люстры со всякими побрякушками, которые будут биться друг об друга, что небезопасно. В общем, таких моментов много, и я рекомендую вам это учитывать. Далее, я могу точно сказать, что Северный Кипр не подходит тем людям, которые думают, что здесь так же дешево, как и 5 лет назад. Что можно приехать и купить хорошую квартиру за 30 тысяч и шиковать на $200 в месяц. Сюда нужно ехать с деньгами, это факт. Да, есть вещи, которые пока еще дешевле, чем во многих европейских странах, но что-то уже сравнялось в цене. Резкий скачок произошел в 2022 году. И, кстати, не только поднялись цены, но также и условия проживания. Для ВНЖ просят, кроме счета в местном банке, еще показать оборот средств, иначе могут отказать в продлении. И это вполне логично. Людей прилетает все больше, а остров маленький. И, конечно же, чтобы страна развивалась, выгодно принимать инвесторов, которые будут вкладываться в государство, покупать недвижимость, открывать бизнес и так далее. В общем, такие факты я для вас собрала. Уверена, что для многих это будет полезно. Ставьте лайк за информативное видео. А если вам есть что добавить, пишите в комментариях. По вопросам покупки недвижимости обращайтесь по этому номеру. Увидимся в следующем видео.